Всем привет! Я уже в Болонье. Сегодня нас ждет матч Болонья-Ювентус. Это борьба за третье место, потому что Болонья сейчас на третьем месте, Ювентус на четвертом. Прогуляюсь чуть-чуть по городу, покажу вам город, стадион и матч. В Милане не успел начать снимать, потому что прибежал на автобус буквально за минуту до отправления. Заскочил вот такой вот зеленый фликсбас и уехал. Погода не самая благоприятная, но вот такая она жизнь в футбольных поездках. Дождь тоже бывает. Ехал я из Милана 3 часа. Я буду на стадионе Болоньи уже в 19-й раз. Поэтому часто я просто вот иду, вот там есть остановочка, сажусь на автобус и приезжаю прямо к стадиону. Ну а сегодня есть время и хочется вам немного показать этот достаточно знаменитый город. Поэтому вначале будет небольшая прогулочка и пойду перекушу. Я знал, что сегодня будет дождь. Ну, сегодня посмотрел. Взял с собой дождевик, но пока одевать его не буду, потому что пока льет не сильно. И сейчас я вам покажу, что Болонья — это достаточно приятный город для того, чтобы находиться в нем во время дождя. Тут какие-то исторические руины. А вот это вход в один из парков Болоньи. Вот так у них тут все задекорировано. Лепнина, статуи, фонари. Болонья — это город с историей. Это очень студенческий город. Я думаю, слышали про болонскую систему. Тут много университетов, много молодежи. Где много университетов, много молодежи, много граффити. Такая вот она Болонья. И вот, посмотрите, вот эти галереи, они защищают от дождя. Поэтому я сейчас захожу в галерею, у меня уже не капает. И практически вся Болонья состоит из улиц с такими галереями. Ну, центр ее. В Болонье, как и в целом по Италии, очень много соборов. Смотрите. Статуи. Галереи. Это, конечно, хорошо, но переходить приходится под открытым дождем. В Турине, кстати, этот вопрос решен. Там галереи даже над перекрестками часто проходят. Везде разные колонны. Один тип, другой тип. Тут такая верхушка, там другие колонны. В общем, каждый архитектор мог проявить себя в сооружении колонн для галерей. Так, дождь усиливается. Вот люди уже в дождевиках. Люди мечтают попасть в кадр. Эти танцы. В общем-то, я чуть-чуть преобразился. Теперь я вот в таком вот стильном дождевике. Наверное, самый стильный дождевик, который я видел, куплен когда-то в Неаполе. Наверное, за 5-10 евро, что-то такое. Еще пару лет назад во всех городах Европы все было завешено плакатами в поддержку Украины. Но сейчас их осталось немного. Но вот в Болонье на театре все еще висит напоминание о том, что войну надо прекратить. Смотрите на этот театр. Умеют же делать. Тут на постаменте стоит Гарибальди, известный военачальник. В Италии, если памятник, то это либо Гарибальди, Гарибальди, либо Виктор Эммануил II. Ну, есть еще всякие, но это основные действующие персонажи. Ну, дождь идет, но благодаря галерее люди все сидят в кафешках на свежем воздухе, пьют пепперони. Очень много фастфуда в таком стиле. Типа, можете взять себе кусок пиццы, какие-то фрукты и вот тут перекусить. Но итальянская кухня, конечно, прекрасна. Вот очередная пиццерия. Я уже прошел невероятное количество пиццерий. Итальянская кухня прекрасна. Пицца, паста, я это все люблю. Ну а вот я пришел в Green Coffee. Мне кажется, по балансу здоровья, питания это лучший вариант. Как это работает? Вот есть такой листик, выбираете размер, я возьму за 11,90, выбираю ингредиенты, какие-то платные, какие-то бесплатные, и потом мне это все собирают. Такую штуку мне за 13,40 собрали.
видом на Болонью. Не, ну кусок пиццы, конечно, дешевле, но это, я думаю, будет пополезнее. А еще итальянцы повернуты на кофе. Вот это вот такие гейзерные кофеварки, так называемые. Итальянская темка. Вот магазин всего для кофе. Самого кофе, посуды для кофе. В таких вот магазинах часто есть там кофеварки, Дольче Габбана, какие-то бренды. В общем, любят они кофе и любят это все делать красиво. Смотрите, какая штука. Как я понимаю, могут из моего глаза сделать картину. А многие говорят, что у меня очень красивые глаза. Может быть, когда-то надо будет себе такое заказать. Первый раз такое вижу. Кажется, крутая идея. Я бы попробовал. Вначале едет классический автобус, а второй вот именно троллей-бас в прямом смысле. То есть у него есть рога, чтобы ездить на электричестве, но он, видите, ездит и без них. А вот это вход в обычный продуктовый магазин в Болонье. Смотрите, эту красоту сверху. Если верить надписям, то это с 1473 года был. Ну, не магазин Конов, это здание, но вот в таких вот зданиях с такими входами тут продуктовое. Ну, внутри он, видите, такой достаточно интересен. Сразу у входа можно взять цветы, если есть для кого брать цветы в Болонье. Вообще итальянцы любят цветы. Моя цель была взять себе такой фреш, но вот не работает. Такое здание занял H&M. Вот так вот старое и дорогое скрещивается с современным и дешевым. Так как погода не топовая, прогулка будет достаточно урезанной. Покажу, что, наверное, главную площадь. Поеду на стадион. Фонтан Нептуна. Обычно, мне кажется, он вроде раньше был открыт. Кажется, я раньше к нему подходил. Но вот сейчас, видите, почему-то решили привлечь Нептуна за решетку. Все, свободу Нептуну. Вот она, центральная площадь Болоньи. И главный собор. Тут называют все главные соборы Дуомо. Какая-то сцена. Наверное, будет какой-то концерт. Скорее будет, чем был. Это похоже. Это Королевский дворец. Может, мы тут будем праздновать сегодняшнюю победу Болоньи. Часовая башня. Фасады зданий, конечно, очень интересные. И барельефы, статуи, колонны. И даже вот эти объявления выглядят очень интересно. Кинотеатр с 1915 года, как я понимаю. Вот попадаешь на такие достаточно уютные улочки. Улица Музеев. Это, я понимаю, хорошее название для улицы. Не надо потом ее переименовывать каждые 3 года. Вот сразу археологический музей. Я думаю, что на музее Болоньи и на выставке, на галерее можно выделять несколько дней. Потому что я уверен, с учетом историчности этого города, им явно есть что показать. В этих музеях экспонаты даже с этих краев просто какие-то будут необычайные. Не надо даже куда-то ездить. Просто собрать вот то, что тут было раньше. И это уже будет великолепная экспозиция. Вот, иду вдоль их дома. Старые улочки Болоньи с ресторанчиками. Видите, как это все аппетитно. Уютненько. Это памятник Луиджи Гальвани. Болонский ученый, известный работами по биологическому электричеству. С учетом того, что тут очень много университетов, вы понимаете, что количество ученых тоже огромное. Архитектура, конечно, невероятная. Что не дом, то произведение искусства. Да, они, может, такие достаточно простенькие, но при этом у них есть свой шарм. И у всех есть интересные детали. Вот, смотрите, у этого паучок. Я думаю, что если углубиться, то обо всем можно узнать, почему вот, например, тут паучок.
Я думаю, что это имеет под собой какое-то обоснование. Но для этого надо делать отдельное расследование, а я уже сейчас буду двигаться на стадион, чтобы смотреть футбольный матч. Там тоже нужны свои расследования. Вот какой-то, видимо, дешевый магазинчик со шмотками. Ну и, конечно же, тут висит форма Болоньи. Вот чуть подальше можно встретить и такие уставшие здания, но все равно это очень атмосферно. Здесь все соборы. Просто какой-то случайный перекресток. И вот везде вокруг такая красота. О, вдали. Тоже что-то интересное. Мебельный магазин с такой дверкой и примером того, как, похоже, обставляют личные болонские квартиры. Снимать, конечно, интересно каждое здание, каждую дверь, все эти колонны. Ну, поэтому я сейчас снимаю это все на YouTube, чтобы можно было смотреть много времени. А вот это, к примеру, витрина салона красоты. Вот девушка готовится к походу на футбол, закручивает себе кудри. Тут все про футбол. Мне иногда нравится идти по улице, увидеть, что дверь открыта, и просто зайти внутрь. Посмотрим, что у нас тут. Какой-то болонский дворик. Ну так, интересненько. Так, а что у нас тут дальше? Вот, похоже, это обычный жилой дворик в Болонье. Что, припаркован чей-то велосипед, мопед. Так, вот зеленушкой это все украшено. Вот чьи-то парковочные места. Ну, что интересно вот в таком жить. Не факт, что очень комфортно, потому что старые здания, конечно же, имеют свои минусы. Но это точно атмосферно. Вот, кстати, видно, что у них тут подземный паркинг есть. Очень много вот просто таких маленьких творческих галерей. Итальянцы везде, где могут ставить, вставляют цветочки. Улочки достаточно узкие. И совсем не очевидно, что вот тут автобусная остановка, то есть таковой остановки никакой нет. Просто вы видите такой знак, и значит тут можно остановить автобус. Но об этом надо знать, потому что если вы просто вот так идете по галерее, то сразу и не понять, что автобус надо ждать тут. Но автобуса пока не видно, так что я пойду на следующий остановку. Вообще можно было бы дойти до стадиона и пешком, но я хочу чуть раньше до него доехать. Так, ладно, автобус подоспел, можно прогнать на автобусе. Но в Италии автобус, кстати, надо останавливать, они могут сами и не остановиться. Вот он уже полон фанатами Болоньи. Люди в атрибутике. Вот домишки, ближе к стадиону уже. Фанаты готовы к бою. Они перед матчами перекрывают дорогу, и вот Google карты говорят, что автобус едет туда, но они все тут уходят направо. И многие туристы по незнанию уезжают не туда, куда надо, потому что ждут, что автобус приведет их прямо к стадиону. Но не в день матча. Итальянская школа. Конечно, как же без флага в Болонье, с балконов, домов. Традиции итальянские. Так, только что буянил под магазином, все время уже занимается полиция. Когда надо, они появляются. Порядок тут есть. Подобрался к стадиону Ренато дель Ара, построен в 1925 году. И, конечно же, с вот такими галереями, чтобы фанатам было удобно стоять в очередях на вход на этот стадион. Но, к сожалению, большая часть стадиона без крыши, как мы видим. Вот фанаты уже стоят в очереди на вход. Сегодня, кстати, очередь не сильно большая, что удивительно, при том, что сегодня солд-аут. Билет на сегодня купить было практически невозможно. Наверное, все уже внутри. Вот эта башня, это интересная особенность этого стадиона. Это часть стадиона. И вот больше стадионов с такими башнями нет. Поэтому у многих граундхопперов, людей, которые любят ездить по стадионам, в особом там виш-листе, потому что вот он достаточно уникален своими вот этими галереями предстадионными и вот этой башней. А, судя по количеству людей, все уже внутри. Сегодня большой матч для Болоньи. Важный матч с исторической точки зрения. Обычно я вот тут вот по центру и захожу, но сегодня билеты
тут встать было невозможно, потому что Болонья провела неожиданно хороший для себя сезон. Обычно их место где-то в середине таблицы, а сегодня перед матчем с Ювентусом они на 3-й строчке, а Ювентус на 4-й. Вы понимаете уровень, да, Болоньи и уровень Ювентуса. Поэтому фанаты восторжены. Болонья впервые в своей истории попала в турнир, который называется Лига Чемпионов. Потому что последний раз они выигрывали чемпионат Италии где-то в 1965 году. И тогда это было еще не Лига Чемпионов. А после этого они да и в Еврокубках особо не бывали. А тут триумфальный выход в Лигу Чемпионов. Великолепный сезон. Поэтому все пришли поддержать команду в этом матче, в последнем домашнем матче в этом сезоне. И в борьбе с Ювентусом за 3-е место. Пусть это не дает никаких преимуществ в дальнейшем, и тот клуб будет в Лиге Чемпионов. Но чисто символически обойти Ювентус, занять 3-е место в серии А, это престижно. Гостевой вход, как обычно, отделен от остальных, поэтому я сейчас буду крутить куда-то в сторону. Это тоже, можно сказать, пристадионная конструкция. Ну, неплохо, да? Как для стадиона футбольного. Обычно в Италии максимально стараются разделить гостей и хозяев. И вот сюда уже можно зайти, только показав билет в гостевую зону. Ну, либо, возможно, если ты тут живешь, но просто так ты сюда уже не пройдешь. Эта зона зарезервирована для гостевых фанатов. Какие тут сады. Конечно же, много полиции. Автобусы, доставляющие фанатов Ювентуса. И вот подходим к входу на гостевой. К первому кордону, так сказать. К слову о том, как я оказался на гостевой. Я тут еще никогда не был на гостевой, но сегодня sold out, на обычные трибуны не попасть. И были места только на трибунах для фанатов Ювентуса. Ну а чтобы туда попасть, надо иметь клубную карту Ювентуса. Но она случайно завалялась. Так что я купил себе билет на гостевую за 45 евро. Это, наверное, один из самых дешевых билетов на стадион. И вот я попадаю на этот матч. А многие, кто хотели, не попадут, потому что билетов нет. Вот такой интересный стадиончик снаружи. По-моему, 35 тысяч зрителей где-то. Интересная тема. Гостевым фанатам продают пиво через такие решетки, чтобы они не напали на продавцов. Вот трибуночка тут. Вот ультрасы, они есть и такие, чтобы вы понимали. Не думайте, что это все какие-то молодые горячие парни. Вот ультрасы Ювентуса. Так. Приближаюсь к трибуне. Оп. Еще пройти надо. Что ж, вот знаменитая башня и переполненный стадион Болоньи. Болонья всегда славится хорошей поддержкой, но в этом сезоне особенно. И этот матч для них особенно приятен. Думаю, что они будут праздновать выход в Лигу Чемпионов. За стадион, кстати, тоже вид хороший. Там какой-то собор на горе. Центральная трибуна, где я обычно сижу. Вид, конечно, получше без этой решетки. Но мне нравится, когда вот там вот сидишь, смотришь футбол, поглядываешь сюда, и погода получше. И выглядит великолепно. Мое 19-е посещение стадиона Болоньи Ренато Дель Аро. Несмотря на дождь, ни одного свободного места на стадионе. Sold out. Подготовили табличку с каждым игроком этого состава, который добился такого успеха. Фанаты Ювентуса обычно свистят во время гимна серии А, потому что серия А принимала очень неприятные для фанатов Ювентуса решения. Поэтому они обычно сопровождают этот гимн свистом.
Болонья третья, Ювентус четвертый. Борьба за третье место. Потому что для Болоньи это важнее. Для Ювентуса третье место это провал, для Болоньи третье место это триумф. Вот такие разные подходы. Потому что Ювентус это грант с огромными бюджетами, Болонья это скромная команда из середины таблицы. Деля Молы, по-моему, называется эта башня, символ Турина. Ну, на самом деле немало, с учетом того, что сегодня понедельник, и Болонья это прям не соседний город с Турином, а надо нормальненько так проехать. Но трибуна достаточно полная. Но у Ювентуса много фанатов не из Турина, поэтому не исключено, что очень многие это фанаты Ювентуса из Болоньи, ну или там из окрестностей. Вот эта башня, это отдельная любовь. Это уникальная, отличительная черта стадиона Болоньи. Так, пока удивительная тишина, потому что вот эта вот курва Болоньи, они обычно весь матч поют, шумят, поддерживают клуб, а сейчас вот они как будто бы принципиально молчат. Видимо, у них какой-то протест, они хотят что-то донести. Подозреваю, что так будет. Болонья показывает, что они в этом сезоне в отличной форме. Залетел третий, но походу это был офсайд. Не хватало нам разгрома Ювентуса на 12-й минуте. Болонья выигрывает 2-0, но не закрывается, несется в атаку дальше. Уничтожать Ювентус. Фанаты скандируют имя Массимилиано Аллегри. Это тренер Ювентуса, который очень много лет тренировал клуб, добился больших успехов с ним. Но сейчас дела у клуба не очень. После этого сезона Аллегри уходит. Но, как я понимаю, фанаты все равно ему благодарны и выражают это скандированием его имени. Перерыв. Он старенький, поэтому даже по трибунку они выходят не по центру, а в угол куда-то. 2-0 к перерыву. Не удивлен таким результатом. Неделю назад я был на Альянс-арене, стадионе Ювентуса. Они играли против Салернитаны, последней команды серии А. Такой бесспорно последний, уже команды серии Б по факту. И они еле вытащили 1-1 на последних минутах, забили. Поэтому в игре против Болоньи, которая уже в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов против Грандов, то, что они проигрывают, ну, совсем не удивительно. И даже Болонья выходила на этот матч уже фаворитом против именитого Ювентуса. Что ж, второй тайм. Дали смотреть, как дальше будет, потому что ждать Ювентус. Голая фанатская классика.
непонятно. Давайте нам уже какой-то новый. В следующем году они меняют тренера. Любимое фанатское занятие — ругаться с фанатами через стекло. Они знают, что они друг друга не достанут. Чудовищная ошибка защитника. Счет становится 3-1. Ювентус забивает. Забили очень красивый гол со штрафного. Фанаты Ювентуса довольны голом. Понятно, недовольны, что проигрывают. 3-2. Forza Juventus! Просто сумасшедший матч. Ювентус проигрывал 3-0 к 75-й минуте. И закончили 3-3, сыграли в ничью. Ну, такие камбэки бывают там в одном из 300 матчей. Супер редко такое происходит. Тем более, что фаворитом сегодня была Болонья, так что был аутсайдер. 3 гола отыграл за 15 минут. Чудеса. Похоже, сейчас будет какое-то празднование выхода Болоньи в Лигу Чемпионов. Что никто не расходится. Все настроены позитивно. Понимаете, да, что погода нелетная, камера залита, я выгляжу примерно так. Это все для вас снимаю. Репетируют гимн Лиги Чемпионов. На этом стадионе он никогда не играл, но заиграет в следующем сезоне. Болонья в Лиге Чемпионов. Чем в это время занимаются фанаты Ювентуса? У них тут своя вечеринка. Они же не будут стоять смотреть, как Болонья вышла в Лигу Чемпионов. Тут сегодня прям концерт из футбольных треков. Футболисты еще делают круг почета. Празднуют со своими фанатами. А также фанаты Ювентуса. Вот такие тут лестницы за стадионом. Обычно гостевых фанатов там час, полтора, два могут не выпускать со стадиона. Но сегодня наоборот, ввиду того, что фанаты Болоньи еще будут долго праздновать, стюарты пораньше выгнали всех с трибун гостевых, чтобы гости пораньше уехали, а хозяева остались праздновать. Не дают посмаковать выход в Болоньи. Ну, понятно, что странно, что человек, который пришел якобы фанатом Ювентуса, хочет посмотреть на празднование Болоньи. В общем, выгоняют со стадиона.
один из последних ухожу, но у меня поздний автобус, так что спешить некуда. Тут автобусы, которые ведут трансляцию, ну и фанаты Болоньи уже потихоньку расходятся. Расскажусь и я. Вот необычайный случай для гостевого сектора. Всех фанатов Ювентуса он уже запаковали в автобусы, в сопровождении милиции увозят из города. А обычно они только через час, через два выходят со стадиона. Прям на асфальте напоминание о том, что частная собственность. Таким интересным способом. Это мы видели днем, но вечером это все преображается и смотрится абсолютно по-новому. Видите, у Болоньи есть фанаты даже в Дублине. Потому что, в принципе, Болонья это команда с историей. Одна из старейших команд Италии. Команда с большим прошлым. Поэтому по всему миру. Эта площадь называется Площадь Мира. Сейчас особенно ощущаются эти ценности. Что это у нас тут подготовили жители соседнего дома со стадионом? Юве Мерда, то есть Ювентус дерьмо, прямо напротив стадиона. Ну вот люди готовятся к матчам. Продолжаются празднования прямо под дождем. Но никого это не волнует. После матча решил заглянуть в пиццерию. Судя по вымпелу Наполи, корни здесь из юга. Печечка, все как положено. Типичная итальянская пиццерия. Кстати, многие приходят в итальянские уборные и не могут включить воду. Видите, тут ничего нет, никаких сенсоров. Но есть секрет, надо смотреть вниз. Вот тут есть педальки. Вот с ними вода работает. Итальянская классика, 4 сыра. Я уже ее тут как-то ел. Не самая вкусная пицца в Италии, но возле стадиона. Вот в пиццерии прямо за соседним столиком два фаната Болоньи со мной разговорились, подарили мне такие наклеечки из группы, и я попросил их сказать пару слов для вас. Hi Misha, my name is Enrico, I support Bologna FC. We just met Misha in a local pizzeria. I actually was born and raised just here on the other side of the stadium. We are just next to the stadium now. And well, the match tonight was crazy. Bologna was leading by 3-0 against Juventus. So it's like a historical battle for this city. And then in the last 15 minutes, Juventus scored 1-2-3. So 3-3. It was a tie. But for us, the very special thing is that we are qualified for next Champions League. So bittersweet match, but extra season, super season. Bye. Thank you. Пицца была средненькая, но ожидаемо. Долго общался с ребятами. Теперь усложнилась моя дорога под ливнем на вокзал. Будет добраться сложнее. Но, мне кажется, она того стоила. Зато они мне подарили свои наклеечки. Это у них ультрас-группа Сарагоса Old Boys. Потому что у них Виа Сарагоса возле стадиона. И они вот большинство с этой улицы. У них вот своя такая группа. Это отсылка к ирландским пабам, в которых нельзя заходить в футболках и в цветах клубов, потому что, чтобы не было в пабе никакой вражды. Вот это как бы шутка, что не допускаются никакие футбольные цвета, кроме цветов Болоньи, конечно же. Футбол такая тема, что даже на английском вот какие-то случайные ребята, которые уже ушли со мной, начинают общаться, и вот мы можем долго сидеть и это все обсуждать. Вот такой вот пиццерии. Поужинал. Атмосферненько, приятный персонал. Говорили со мной на английском. Я получил удовольствие. А рядом вот такая пиццерия. Раза в 2 дешевле, но рейтинг Гугли хуже. И, выглядит менее аппетитно. А там вот посидел, пообщался. Получил очередное удовольствие от футбольного путешествия. В общем, взял билет на автобус изначально на попозже. Думаю, буду гулять по теплой Болоньи.
получать удовольствие, снимать для вас. А в итоге что-то какая-то Болонья не теплая. Под дождем иду. Но кто знал, то знал. Жаль, вам нельзя передавать запахи. Вот эта штука очень вкусно пахнет. Такой запах летней Италии. Немного где цветут. Не знаю, кто это. Может, кто-то в курсе. Но мне нравится такой сладковатый запах. Ну, как вы думаете, когда-то дойдут технологии, что можно будет запахи передавать? Или нет? Так, если верить Гуглу, хоть теперь и с пересадками, а не напрямую, как я планировал до общения с фанатами, но я имею шанс доехать до вокзала на автобусе, а не 40 минут пешком. Ну, я склонен Гуглу верить. Обычно он меня не подводит, хотя иногда и обманывал. Но верю в лучшее. Кстати, позаряжать телефон я не могу, потому что в разъеме Lightning обнаружена жидкость. Вот так вот. Сейчас он сядет, я буду без связи. Но ничего, я тут понимаю, как надо действовать. Я мог бы дойти до вокзала стадиона пешком. Я уже наизусть знаю дорогу, 19-й раз как-никак. Ну и по транспорту я понимаю, как тут двигаться. В общем, все приходит с опытом. Прошло 15 минут с того момента, как автобус должен был приехать, но его все не видно. Так что, видимо, я начинаю свое победное, пешее, 40-минутное, 3-километровое шествие до вокзала пешком под дождем. Ну, наверное, из-за футбола, возможно, последние отменили, что они, видимо, увезли всех фанатов раньше, заняты на каких-то спецзаданиях. Ой, тут где-то из окон раздаются напевания Лиги Чемпионов гимна. Люди продолжают праздновать дома. Так, триумфальное шествие отменяется. Кто ждет, тот дожидается. Вот я в Болонье, но тут все равно что-то пишут про Милан. Пешее шествие, конечно, будет, но в 2 раза короче и под этими замечательными галереями. Так что порядок. Так и прогуляться можно. Дверь этого продуктового магазина, в котором я был днем, снимал. Такие статуи, эти детали. Такой хочется ходить за продуктами. А вот тут вот люди еще, видимо, в баре отдыхают. Sì, cosa ti ricorda questa canzone? Вечерняя подсветка этого театра. Да, мне кажется, что вечером города преображаются. Я вот не знаю, как вы, но я такой человек, что я просто иду вот по этим галереям и получаю от этого удовольствие. Мне красиво, мне интересно, хороший вид. Надо уметь получать удовольствие от каких-то мелочей, от того, что вас окружает, при том, чтобы вас не окружало, как бы странно это ни звучало. Ну, конечно, лучше, когда окружает что-то красивое. Мало что работает в Италии поздно. В принципе, если бы я не поел пиццу, с голода бы не умер. Вот. Турецкие заведения, ну не всегда турецкие, но чаще всего это турецкие заведения, они вас могут и покормить после 11. Но большинство ресторанов, кафе уже 10:30, 11 закрываются. Поэтому надо кушать своевременно. Вот человек, вон отель, 2 человека. Ну вот так вот оно бывает. Кто-то в отеле, кто-то под отелем, кто-то на автобусную станцию. У каждого свой путь. Вообще про отели. В Болонье отелей много, отели разные. Но я как человек, который в Болонью ездил очень часто, знаю, что в Болонье с субботы на воскресенье, например, вы можете зайти на Booking и увидеть, что свободных мест в отелях 0. Нету ничего свободного. Просто вся Болонья забронирована. Потому что
город в основном малоэтажный, не очень большой, и его туристическая слава идет впереди города. То есть так много туристов, тут бывает вот в сезон просто не пройти на центральной площади, все в людях, и не хватает жилья, и оно стоит каких-то неадекватных денег. Ну, даже в обычные дни тут недешево, а вот в дни полной загрузки, я думаю, что тут вы можете найти койку в хостеле там за 150 евро, за 100. Ну, в таком не самом лучшем. Просто потому что жилья мало, спрос большой, и они этим пользуются. Думаю, можно закончить мое триумфальное шествие проходом через такую триумфальную арку. Нет, ну на самом деле это не триумфальная арка, хотя в Италии достаточно много триумфальных арок, как в целом по Европе. Это старые ворота. Вот раньше по бокам были стены. Если вы хотели попасть в город, но в данном случае я не попадаю в город, я покидаю старый город. Вот надо было пройти через такие ворота. Кажется, в 17 веке их восстановили, но вообще это были античные ворота, я думаю. И вот тут раскопки старого города. Видимо, был какой-то ров. В общем, тут же итальянцы достаточно сильно рубились друг с другом. Это была не одна большая, цельная, сильная Италия, а много разных маленьких королевств, которые очень много воевали. И как это принято, больше всего они воевали с соседями. Поэтому спокойно тут не было. И вот эти вот башни, которые я показывал, наклоненные, раньше это были фортификационные сооружения. И таких башен в итальянских городах было огромное количество. У каждой знатной, богатой семьи была своя башня. И если прибегали какие-то варвары с севера, то они залазили в эту башню, закрывались. У них там была провизия. И все, им ничего не могли сделать. Варвары, технологии были как бы у них слабые. И против каменной башни с закрытыми воротами они были бессильными. И все, и они понимали, что ловить им тут нечего, и уходили. Поэтому с обороной тут все было в порядке. А я тем временем схожу к автостанции Болоньи. Такое здание, я не знаю, это архитектура 60-х, наверное. Ну, в Италии очень много что построено в 60-х, потому что тогда был экономический бум. Италия была на подъеме. Технологии, дизайн, экономика, все. И они тогда много чего построили. И вот до сих пор этим пользуются, не особо обновляя. Ну, а что тут обновлять? Вокзал себе как вокзал. Понятно, в некоторых странах уже крутые модерновые вокзалы. И вот в Швеции был, там же не вокзал, а сказка. В Мальме, по-моему, это было. Или в Гетенбурге. А вот тут такой старичок из 60-х. Ну, хорошо, что есть. Как мы знаем, в некоторых итальянских городах нет вокзала. Вот в Турине, например, ты автобус просто ждешь на улице. Тут можно зайти на вокзал, тут комната ожидания есть. И ожидающие, как видите. И полиция тусуется. В общем, все условия для путешествия и туризма. Вот вам и автомат, можете водички взять, фоточки сделать. Ну, конечно, что еще делать на вокзале? Надо пофоткаться перед отъездом, чтобы все запомнили, вот какой я красивый был в Болонье. Тут люди ждут. Я не один час провел в этой комнате. Потому что автобусы имеют свойство иногда задерживаться. Ну, вот такая она, ночная вокзальная жизнь. Я пришел как раз нормально, и поел, и погулял. И, по-моему, через полчаса мой автобус, вот такой вот, и Табас меня повезет. Ну, если не опоздает, конечно, но очень долго. Вдоволь тут автоматов. У меня тут была история, что очень хотел пить, а автоматы не брали карту старые. И вода была, а пить не мог, потому что монеток не было. Но все, вот они новенькие поставили, то есть тоже как-то продвигаются. Ну и вот так, 2 часа ночи почти, а народу хватает, ожидающих. Помните эту тему I see your flag? Хотя на самом деле это больше похоже на форму какого-то аргентинского Бока Хуниорса, если у нас уж что-то футбольное вложено. Хоть идет дождик, но зато реально, кстати, не холодно. Поэтому я занял выжидательную позицию на вот этих комфортабельных итальянских креслах. Новость так себе.
У этих всех автобусов есть трекеры, и можно следить, опаздывают они или нет. И мой автобус опаздывает на час по трекеру. Вот кто тут держит автовокзал в порядке. Одна из моих любимых послематчевых штук, когда ты после матча ждешь автобус, находишь трекер и каждый раз видишь, что его прибытие оттягивается и оттягивается. Ты все еще ждешь и ждешь. В Италии еще есть Марина Баста, почему-то ими редко пользуюсь, но только что автобусов 20 приехало. Вот тут вот в 4 утра можно уехать куда угодно, в том числе в Милан. Ну, мой-то должен был еще в 2:45 уехать, я не думал, что я тут до 4 уеду. И вот этот Марина Бас до Милана сейчас стоит 5 евро. Я, конечно, думал прыгнуть и уехать, но мой уже через минут 10 будет, так что нет смысла суетиться, а эти тоже, то есть мой и этот, по идее, плюс-минус в одно и то же время уедет. Вот он, мой красавец. Всего-то 1,5 часа задержки. Ну ничего, сейчас еще 3,5 часа, если без какой-то там аварии на трассе, всего такого, пробки, и я в Милане. Я уже в Милане. Это значит, закончился очередной футбольный выезд. Погода, к сожалению, не радует. Но, надеюсь, я вас еще чем-то порадую.